Ребят, всем привет! С вами Алексей Костылев, и мы находимся на нашем Na'Vi CSGO канале. Мы давненько с вами не виделись, я очень сильно соскучился, и пора нарушить это молчание. Поэтому ставь лайк, не глядя, тебя ждут очень крутые влоги. I'm so high on adrenaline. I don't need no amphetamines. Это уже 15-й мейджор по дисциплине CSGO и второй мейджор в этом году, который проходит в Берлине, Германия. Добро пожаловать! Привет, пацаны. Здорово. За Na'Vi? Да, конечно, за Na'Vi. 24 команды сразятся за призовой фонд в размере $1 миллион. Несменный призовой фонд пока что. До 2016 года призовой фонд составлял $250 тысяч, но Valve решила поднять эту сумму. В общем, 24 команды, 8 из них это Legendary Stage, куда входит и наша команда. Challenger Stage — это команды с 9 по 14 место, которые получили инвайт. Это G2, Hellraisers, Avantgarde, Complexity, правильно? И Vitality, если я не ошибаюсь. И команды, которые проходили отборочные на стадии минор, региональные отборочные. Жека, привет. Рассказывай, как дела? Давненько не виделись. Сразу приступим к интервью маленькому. Я вижу, ребята уже нас ждут. Сейчас нас ждет игра Mouse Sports. Расскажи, пожалуйста, в команде все нормально? В двух словах. Рабочая обстановка. Пацаки работают, пацаки заряжены. Все хорошо. Первый проигрыш, не хотелось бы сейчас спрашивать. Да. Это стандартная ситуация или что-то пошло не так? Ты знаешь, начали хорошо, а потом что-то пошло не так. Ну скажи, у нас есть план? Мы будем его придерживаться? Конечно. У нас есть Да, план? у нас прошел очень хороший продуктивный буткемп. Ребята заряжены, ребята хорошо готовы. Это я так считаю, мое субъективное мнение. Вот, осталось только применять то, что они наработали. Поддержать нормально, без всяких этих камер. Ребят, мы идем на стадию групповых этапов. И пока что мы идем, я хотел сегодня поговорить с Женей о Берлине. Мне рассказывали сегодня наши друзья из Тарладера, что Берлин — это такой город, где многие любят жить на пособие и работать не собираются. Называют себя лайф-артист. То есть безработные по нашему, по СНГшному, да. Как тебе вообще такая инфа? Я знаю, что это такой, как получается, город-хаб. Сюда стекается очень много иммигрантов. Да, и культур. Культур разных, да. И, следовательно, многие здесь как и находят себя, так и не находят. Вот. И, в принципе, видишь, социальная программа государственная работает. И люди, которые, назовем их приспособленцы. Лайф-артист. Лайф-артисты, точно я забыл. Вот, видишь, они этим пользуются. Групповая стадия, она вот у нас здесь находится, в мюзик-холле. А ивент уже по Мерседес-арене. Уже в самой арене, да. То есть там мы еще не были, мы не видели, не знаем. Маленькую экскурсию, пожалуйста, нам по этому концертному холлу организует Евгений Ерофеев. Здесь отличная акустика, здесь хорошие. То есть, когда кричишь «Найс!», да, здесь все слышно. Видишь, басовые вот эти ловушки, они как бы ловят, и звук очень чистый. Короче, сюда приезжают, заранее разыгрываются команды. На себя ответ, ожидайтесь. Да, здесь охрана стоит, здесь бейджики могут спросить, могут не спросить. Хай. Здесь вид классный, пойдем покажу. Евгений, расскажите нам, пожалуйста, как команда приняла Бумыча? Уже прошел определенный срок, когда Бумыч заменил Эдварда. Что-то сейчас вот происходит интересное в команде? Может, есть какие-то недопонимания? Он уже влился в коллектив на 100%? Или ты бы так не сказал? Я бы так прямо на 100% не сказал, но могу сказать одно, что Бумыч очень замотивирован, он старается, он хорошо проявляет себя как человек, как профессионал с точки зрения дисциплины и работы. На буткемпе это явно проявляется. Но и при этом, при всем, он еще очень активный у нас.
И ему сложно, получается, как я понимаю, перестроить себя. Он же был там лидером, там задавал как бы темпы, да, в той команде, как правильно. А тут ему говорят, как правильно. А он по своей натуре очень такой активный, ему тяжело вот это показать. Я видел, он выплескивает энергию, очень много с ним интересных Очень видео. забавный, веселый. Да, открытый, забавный. Молодой, можно сказать, горячая кровь. Молодой, горячий, да. Все верно, да? Ребята, приветик. Приветик. Всем привет, наш психолог Мишаня. Уже заправляется перед матчем. Как у вас дела? Хорошо. Кого выделим вообще на этом турнире? Авангар? Energy. Не Энс, да, я не знаю. Энс, темные лошадки? Там лошадка, да, у них же Алексиби уходит после этого турнира. Ну, я не знаю, но играют они хорошо. Хотят выложиться на всю? Ну, да. Ну, я думаю, что ему хочется выиграть турнир и уйти. Ну, прям не чувствуется, что у них какой-то разлад в команде, такого нет. Потому что мы против них сыграли, они очень так жестко. Ну, потом следующая игра у них была против Мибор, там у них не было колзеры. Рассказывай вообще, как дела у команды? Проигрыш G2, все про него спрашивают. Пожалуйста, прокомментируй этот проигрыш как тренер, потому что тема, которую стоит раскрыть в первом влоге. Ну, очень тяжело входить в турнир. Там первая турнирная игра сама по себе, она немножко отличается от всех остальных. Я думаю, что мы просто не нашли контакт. Мы, в принципе, это обсуждали. То есть мы вроде тренировались, да, то есть там человек идет выполнять свою роль, но он просто не взаимодействует с другими людьми. То есть он не получает от них ответа, там, да, давай сделаем то-то, так-то. Ну и поэтому мы сыграли хуже, чем могли бы. G2 хорошая команда, но, скажем так, почувствовать, что они сильные в той игре нам не удалось. То есть можно сказать, что мы слишком много ошиблись. не стоит расстраиваться после первого проигрыша. Вот твое обращение к болельщикам. Расстраиваться точно не стоит. Мы надеемся выйти в плей-офф и дальше уже постараемся дойти до самого конца. Мы говорили о том, что, может быть, мейджор становится той точкой, когда надо делать какие-то кардинальные изменения и идти к чему-то. В прошлый раз это был Бумач. В этот раз могут ли быть такие изменения в команде? Все комьюнити пишет мне по этому поводу. Все может быть. Все может быть, мы должны быть готовы, вот, но об этом лучше не думать, потому что у нас сегодня есть вот этот турнир, у нас есть сегодня, у нас есть сейчас, и от того, как мы сыграем, да, как мы себя проявим, как бы и зависит наше будущее. Каждый турнир, он является как последний, то есть это как проверка, вот, и в любой момент ситуация может меняться. Что ты можешь сказать по матчу с Mouse Sports вообще? Насколько готовы мы, насколько готова команда Mouse Sports? Удобна ли для нас система BO3? В данном случае, ну, BO1, я имею в виду, в общем, система BO3, нам надо одержать 3 победы или 3 поражения. Сегодня BO1 как пройдет? Ну, в целом система хорошая, она равна для всех. Как бы. То есть, ну, не равна только система не равна для команд с низким посевом. Это не особо комфортно для тех же Dream Eaters, да, которые начинали с самым низким. Но в целом, да, то есть она адекватная. Если ты 3 раза проиграл, то действительно тебе на турнире делать нечего, это логично. Best of 1, конечно, не самый лучший вариант, да, нам все-таки удобнее BO3, но надо побеждать. К сожалению, в первом влоге ребят будет немного, так как сегодня важный матч против команды Mouse Sports. Все верно, поэтому конечно, даже по совету наших менторов, наставников Жени Юджина и нашего психолога Глеба, не отвлекать игроков во время важного матча, тем более, что нам надо попасть в стадию плей-офф. Все верно? Ну, да, я думаю, да. Киберспортивный психолог – это, скажем так, новая должность уже по всему миру, не только в нашей команде. То есть, если так оглядываться, это небольшой срок в этой профессии. Раньше киберспорт, по сути, не был спортом, да, то есть это была, по сути, андерграунд культура, которая зарождалась в компьютерных клубах, в таких темных помещениях. Там речь не шла про дисциплину, про спорт, про призовые, да, то есть это было больше такая субкультура. А теперь мы находимся на такой стадии, когда субкультура перетекает, эволюционирует в спорт. Красиво. И красиво, рассказывает красиво. То есть предъявляет новые требования окружающая среда, то есть спорт, он же предъявляет новые требования к игрокам. А игроки, поскольку они изначально когда-то давно к этому не готовились, то есть они,
вот тут могут возникать трудности. Вот мне кажется, в этом и есть особенность киберспортивного психолога, уловить то, что откуда все берет начало, как бы, и как мы к этому пришли. Ты очень суеверный на этом чемпионате. Восьмерки. Виталик Скол приехал. Начал все не я, начал все наш Егор Флеми. Он приехал очень серьезно подготовленный, нумерология, все дела. Егор, была нумерология? Была на высшем уровне. Не работает. Что с восьмерками? Что с восьмерками вообще? Счастливое число. У тебя? Много. То есть получается, а какие восьмерки есть? Август месяц, 8 число. Дальше какая восьмерка? Сентября 8 будет финал мажора. Сентября 8 будет финал мажора. Да. Это вот и весь ответ, да? Ну, какого-то, короче, по каким-то знакам, если мы дойдем до 8 числа, до финала, там у нас хорошая удача у всех. Ну, по крайней мере. Это по нумерологии? Так говорят звезды, так говорят. А кто высчитывал? Флейми? Программа специальная, которой мы пользуемся. Вот. Ну, об этом подробнее потом еще расскажем. Все, давайте, все, работаем, ребята. Рожденные побеждать! I'm a game changer. I'm a game changer. I'm a game changer. I'm a game changer. Я внизу, я смотрю правую часть. Ребят, только что начался матч против команды Mouse Sports. Карта Нюк, счет 1-0, уверенное начало и маленькое экспериментальное видео с этого турнира. Костя снимет для вас тимспик команды, как они общаются во время этого матча, как можно ближе подойдет к игрокам и передаст вам атмосферу этого матча. Один аквариум, один аквариум. Два ушел. Может быть, раш. Упасть, кишку. Аккуратно, раш. Кишка аккуратно. Нет, не раш. Кишку, по-моему, упал. Да, я рампу взял. Мы не можем кишку упасть. Саня, я с тобой. Сидит один на рампах справа. Ушел слева, Саня. Не, выходит. Убил. Найс. Снизу тип разбил. Да, снизу близко на вилке. Тип снизу стекло разбил. Найс, минус он. Слушай, мне кажется, там же. Нет, мне кажется, он там. Секрет. Вы видели? Секрет, да. Я убил рампу, я иду рампы, парни. Да, мейн часто выходит, секрет отдали. Возьмите секрет. Рампу бил. Я взял мейн. Мейн. Мейн битый слева. Будет флеш у вас к мейну, парни. Да. Над секретом. Да, готов? Над секретом сейчас скажу. Еще мейн, еще под мейн. Да. Стоит по девятке. Два по девятке. И радио поджал сзади. Два по девятке радио. По радио убивать. Он ушел, сейчас будет. По девятке двое. Идите, у вас в кишке тип. Вниз, го вниз. И радио, и два по девятке вроде, не знаю. Вилка 2 или 3 типа будут. 2 или 3. Найс, еще. Слева, найс! Длинный! Ближе, убил, 2-2.
слева, Фрайберг. Фрайберг бок. Забей, забей. Надо брать этот раунд. Убил плент, еще плент, по-моему. Плент. Плент убил. Алик, Фрайберг! Фрайберг, забайтите его. Даю моликом. Да. Да, молик, сгорит. Найс. Мэн. Два вроде. Один раз, 1 хп. Вылазит. Еще. К сожалению, мы проигрываем нюк команде Mouse Sport, счет 2-1, но это не повод опускать руки, потому что у нас еще есть все шансы выйти в плей-офф. Спасибо, что были с нами. Увидимся совсем скоро.